Всем привет, это Илья Маликов из Hard.ru, добро пожаловать ко мне в гараж. По старой доброй традиции я снова в гараже не один, вместе со мной Димон из группировки Скутерец Шоу. В общем, он в том числе будет монтировать все видео из Беларуси, так что если какие-то косяки по монтажу, то я укажу ссылочку его Инстаграм или его страничку ВКонтакте. В общем, пишите ему в личных сообщениях, типа, что-то здесь зарезал, что-то это не показал и так далее, и так далее. Вот, и что очень важно, мы в этом видео разыграем супер эксклюзивную вещь, она всего одна, это вот эта толстовка от Enduro Four Seasons, белорусского чемпионата по эндуро, размер XL, размер XL. Ее торжественно вручили организаторы мне за пиар их гонки, но, к сожалению, я, чтобы вы понимали, слишком большой оказался для нее, и мне чуть-чуть коротковато рукава, поэтому такая вещь должна носиться фанатам эндуро, в общем, любителям белорусской гонки, может, или просто гонок. Она не должна пылиться у меня в гараже. Поэтому я принял решение, отрываю ее от сердца, она все в одном экземпляре, может быть, стать ваша. В конце видео расскажу, как вы можете ее выиграть, на каких условиях. 5 секунд до старта! 5, 4, 3, 2, 1! Да, некрасиво ушел, да? Димон, дай пластиковую стяжку одну дай. Спасибо. Давай, ты третьим уйдешь нормально. Ну что, второй день хард-гонки финала чемпионата Республики Беларусь по эндуро. Я стартую со второй линии. Передо мной сильные гонщики, рядом со мной сильные гонщики, за мной сильные гонщики. В общем, очень сильный состав, расслабиться не получится. Я поставил новую резину, я выспался, морально готов бороться. Стартую и выезжаю на трек седьмым. То есть передо мной 6 гонщиков. И каждый из этих 6 гонщиков — это сильный соперник. Сзади меня Дмитрий Золотов, который, скорее всего, меня догонит, и я буду уже 8-м. То есть у меня вообще перспективы не очень хорошие. Но новая резина, свежие силы, я начинаю по одному гонщиков обгонять. А что вы понимали, когда у райдеров примерно одинаковые силы, даже если ты чуть-чуть едешь быстрее, то обогнать его очень трудно. Потому что либо это сингл-трек, либо тебе нужно место для разгона, а для этого... в общем, не хватает. Тебе нужно ехать на голову выше, чтобы легко обгонять. Тут круговых обгонять легко, да? Даже если они не пропускают, ты берешь другую траекторию, открываешься и обходишь их. А когда у вас сила примерно одинаковая, и ты едешь на 10% быстрее, чем он, это сложно. В общем, начинается гонка, я догоняю Силантьева Влада, который стартовал на 30 секунд раньше меня. Меня догоняет Дмитрий Золотов, который стартовал на 30 минут позже меня. В общем, начинается заруба.
И, ну, вообще движуха такая приятная, потому что гонщик, с которым ты в течение года пересекаешься, ты понимаешь, что у вас примерно одинаковый уровень, и интересно, вот в каких-то моментах ты едешь быстрее, в каких-то моментах он едет быстрее. В общем, начинается такая заруба. В какой-то момент я понимаю, что Дмитрий Золотов меня обогнал, и ну, мне все труднее и труднее думать о тройке, потому что впереди меня Данила Миронов, впереди меня Блюмхен Ян, Телецкий Евгений МСМК, Концевич Артем, белорусский чемпион по эндуру прошлого года. Ну, в общем, я понимаю, что надо просто ехать по максимуму и не думать о том, что кого надо обогнать, чтобы войти в тройку. Хотя все равно мысли к этому возвращаются. Потом я вижу, как Дима со всего хода влетает в камни, перелетает через мотоцикл. Красава, Димо! Я говорю, красава, почти получился. Понимаю, что какое-то время у меня есть для того, чтобы его обойти и немножко усилить разрыв между ним. Еду, начинаю договаривать круговых. В этот день был очень сложный ручей каменистый. Я понимаю, что это моя стезя, здесь я могу опустить ноги и помогать им себе перебирать по ручью. В общем, очень интересный трек, который мы ехали 4 часа. 4 часа плюс круг. То есть реально я ехал 4 часа 20 минут. Я 2 раза заправился. И за это время, ну, круг не надоел. То есть реально крутая трасса, усложняющаяся, потому что напиливают разные траектории и так далее. В этом ручье случилось много разных фейлов, забавных ситуаций. Первая ситуация: я догоняю Тимофея Демихова на круг, и перед ним стоит кто-то в форме DRC. Я понимаю, что это Евгений Телецкий, который просто дымит, как будто он раскурил кальян, и вот стоит и вот и пыхает. То есть реально очень много дыма. Я понимаю, что он кипит, и нужно быстро его делать и максимально ускоряться, потому что я еще на одну позицию приближаюсь к тройке. Когда обогнал всех, остаются 3 человека впереди. Это Концевич, Миронов и Блюмхен. В общем, я догоняю третьего, это Блюмхен Ян. Понимаю, что если я его обгоняю, то я уже в тройке. Догоняю в ручье, и мы начинаем гонять круговых. И один из круговых специально пропускает Яна, потом поворачивается ко мне и говорит: а тебя я не пропущу. Заезжает в затычный момент и переворачивает мотоцикл кверх ногами. Получается, что вот Ян, которого я практически обогнал, он начинает уходить, а я стою вот перед этими затычными камнями, которые выше, чем по пояс, и передо мной специальный круговой, который закинул свой мотик и стоит такой, типа, ну вот что ты будешь делать. В общем, такая немного странная командная тактика, но тем не менее, я, наверное, может быть, был бы рад на месте Яна, если мой сокомандник также перекрыл дорогу сопернику, который дышит мне в хвост. Вот, но разворачиваю мотоцикл и понимаю, что я могу заехать эти камни в лоб, тем более в этом сложном месте было огромное количество болельщиков, которые в какой-то момент, когда я там заныкался, просто взяли меня четвером вместе с мотоциклом, подняли, перенесли. Я говорю: ребята, у вас очень крутая команда. На что они говорят: конечно, мы вообще-то все твои фанаты, мы смотрим все твои видео и ждем видео с этого ручья. Тут я понимаю, что, ну, значит, я не зря снимаю видео, не зря трачу часы на монтаж. В общем, это кто-то смотрит, и эти кто-то еще и помогает на гонке. В общем, круто, ребята, спасибо вам огромное. Не успел в гонке каждого из вас разглядеть, познакомиться после, но в целом, когда вот такая движуха, это очень приятно.
В общем, я заезжаю в лоб на эти камни, понимаю, что можно было бы ехать и так, потому что там валяется вот этот вот круговой, который закрепил. И дальше понимаю, что я уже не могу не обогнать Яна, потому что после этой ситуации догоняю, обгоняю, я в тройке, круто. Что еще очень важно, знать, сколько ты отстаешь от лидера, от другого места, сколько за тобой. И один из товарищей, Михаил, которому уже лет 60, который отгонял в хобби-классе, и он говорит: Илья, у тебя столько-то до этого, столько-то до этого. Он четенько знает, он знает, что нужно кричать, он знает, в какой момент нужно сказать, где я проезжаю медленно, чтобы я все это услышал. Это очень круто. То есть он реально держал меня на протяжении 4 часов в информацию, все, кем за кем, сколько мне остался. И он говорит: 5 минут до Данила Миронова. Я понимаю, что 5 минут это очень много. Но когда на следующий круг он говорит 3 минуты для Данила Миронова, я понимаю, что он начал сбавлять скорость, а я начал прибавлять. Я прибавляю еще раз, и в ручье мне кричат: Миронов только что проехал, давай ускоряйся. Ну вот, я ускоряюсь, уже вижу, где он мелькает, и понимаешь, что это очень добавляет адреналина, я прям откручиваю по максимуму и реально несусь за ним. В тот момент, когда я его догоняю, он поворачивается, видит меня, я думаю, сейчас он ускорится, потому что, он видит, что я на его настигаю, сейчас он откроется, будет борьба, круто. Он останавливается, тормозит меня: стой, стой. Я говорю: что такое? Тоже 3,5 часа где-то прошло. А он говорит: я сейчас потеряю сознание, у тебя есть что-нибудь поесть? И у меня вообще кончаются силы, в общем, я не могу ехать. У тебя есть гель? И я снимаю с руля гель, потому что я один на заправке съел. Вот такая вот маленькая штука, которую можно без воды полностью себя закидывать. И говорю: да, Данил, вот тебе гель. Вот, он его пьет, за это время я уезжаю и больше его не вижу. То есть то, о чем я говорил, что очень важно, кроме мотоцикла, подготовить себя. Если гонка такая, как в Беларуси, 4,5 часа, то без спортивного питания ее ехать бессмысленно. То есть вы сами себе будете носить вред. И, я лично использую всегда, у меня 2 геля стоят на руле прикручено. Я обычно либо в затыке, либо на заправке их откручиваю, выпиваю. Их даже водой не надо запивать. И это еще там на пару часов дает дополнительной энергии. Обращаю ваше внимание, что если у вас длинные гонки, то обязательно спортпит в том или ином виде должен быть. В общем, отдаю ему гель, и я на 2-м месте, я ликую, потому что я-то ехал с 8-го места и добрался до 2-го среди тех соперников, каждый из которых преодолеть было очень трудно. Все, к финишу я понимаю, мне говорят, что ты начинаешь догонять лидера, но от лидера еще 10 минут, я понимаю, что там за круг это нереально, поэтому я еду в своем темпе, не ошибаюсь, делаю так, чтобы приехать 2-м. В общем, как результат, 1-й Артем Кунцевич, я 2-й, 3-й Блюмхен Ян, он все-таки обогнал Данила Миронова, финишировал практически сразу за мной, Данила 4-й, 5-й Дмитрий Золотов. В общем, это была безумно крутая борьба. Я думаю, что в видео камера снимала всего где-то 1,5 часа. И, чтобы вы понимали, самая жесть началась, конечно, ближе к 4 часам, но было холодно. В общем, у камеры определенной емкости аккумулятора, и его не хватает на все 4 часа. Теперь самое приятное, вот эта вот толстовка размера XL Enduro Four Seasons, абсолютно уникальная. То есть, если вот эти футболки вручали всем победителям, это 9 человек получили такие футболки, то такая толстовка всего одна. Так что должен быть очень достойный кандидат, который должен это выиграть. Я долго думал о том, как проще всего и честнее все разыграть, и решил, что должно быть элемент удачи, что ли, но ни в коем случае не генераторы случайных чисел. В общем, как вы знаете, компания Kenda в этом году спонсировала нашу группировку, и все райдеры ездили исключительно на резине Kenda. Практически все гонки, наверное, кроме Румынии, я проехал лично на Кенде, очень доволен резиной.
И условия такие, вам нужно угадать, какое количество, или правильно рассчитать, какое количество резины компания Kenda выдала нашей группировке в этом году. Тот, кто угадает правильно, тот, кто будет первым, кто угадает правильное количество, в общем, получит эту шикарную толстовку. Я думаю, что мы ограничим 3 комментариями, то есть вы можете 3 раза попробовать написать разное количество с числом баллонов, которые выданы нашей группировке. Ну и пусть победит сильнейший. До встречи на тренировках.